Всем привет! Сегодня мы с вами говорим о Лао Фэншань, продолжаем вот этот вот экскурс в различные боевые искусства. И в последнее время мы с вами рассматривали, обозревали целый ряд и традиционных боевых искусств, и каких-то, так сказать, новосозданных, таких, например, как Джит Кундо, где-то Эншин, мы обращались к Эншин Карате и так далее. И вот сегодня обращаемся к Лао Фэншань по просьбе одного из наших подписчиков, который проявил достаточно такую серьезную инициативу и предложил нам целый ряд боевых искусств для обзора. И сегодня мы начинаем. Давайте я сразу прямо поставлю какие-то сюжеты небольшие. Мы будем их сегодня на протяжении нашего стрима просматривать и что-то обсуждать там и так далее, связанное с Лао Фэншань. И давайте сразу я потихонечку буду давать какие-то пояснения к тому, что это за боевое искусство. Лао Фэншань переводится как «кулак старой вершины». Это боевое искусство, которое создано совершенно недавно. И в сущности это по-своему уникальное явление, можно сказать, потому что оно создавалось немножечко вне рамок типичных для создания боевых искусств. Давайте для начала мы с вами обратимся к тому, какие вообще бывают боевые искусства, каким образом они появляются там и прочее, прочее. Да? Одним из самых простых и самых ненадежных способов создания какого-то нового боевого направления, не обязательно боевого искусства, единоборства, кстати, тоже таким образом создаются, да, это компиляционные. Компиляционные, то есть сочетающие в себе различные элементы, способы тренировки, методики различные разных боевых направлений. Да. Таким образом у нас, как правило, происходит создание, во-первых, единоборств, но кроме этого есть еще есть такой метод создания боевых искусств и больше единоборств, как метод фильтра или сита. То есть, когда у нас, наоборот, вычищаются боевые искусства, становятся уже не боевыми, как-то их пытаются вместить в рамки единоборств со всеми ограничениями и так далее. Таким образом, там до 90% практик выкидывается, да, остается там совсем немного, да. Вот. И не обязательно, кстати, это относится к единоборствам. Мы с вами рассматривали и боевые направления тоже в том числе, которые шли по такому же пути. Да? Ну, это такие, как Джит Кундо, Кёкушин, Штакан там, и так далее, которые, естественно, еще и оспортивливались так или иначе, и таким образом сужали свои возможности до каких-то заметных пределов. Но, например, в концепции Джит Кундо вообще, в общем-то, в принципе, заложена вот эта вот идея отделения всего как бы ненужного, да, такого мешающего там и так далее, и так далее. Что в боевых практиках является ненужным мешающим, это отдельная тема, об этом надо говорить в контексте того, для чего существует то или иное боевое или единоборческое направление. Да? Потому что когда мы говорим, например, о единоборствах, то, естественно, вполне речь идет о том, чтобы это нечто существовало в рамках, относительно безобидных, в рамках там спорта, в рамках каких-то запретов, правил, какой-то экипировки, например, и прочего-прочего. Да? Когда мы говорим о боевых практиках, они создаются для других совершенно целей, не для целей какого-то там шоу, а для целей таких достаточно, как это сказать, тоже достаточно убедительных, да? В основном для целей вашего выживания, так или иначе. И поэтому здесь другие цели, и поэтому сужение каких-то практик здесь не очень уместно. Скорее здесь уместнее будет отказ от спортивных практик, да, и переход к боевым. Да? Такая вот история. Виктор пишет: добрый день, Станислав, рад видеть. Вить, привет, я тоже рад тебя видеть. Вот. Таким образом, мы сейчас с вами рассмотрели два варианта создания тех или иных боевых практик. Значит, еще раз напомню, это компиляционные и такие фильтрующие, которые представляют собой некое сито. Да? Вот компиляционным, кстати, помните, да, мы уже говорили о некоторых боевых направлениях. Компиляционным к таким, сочетающим в себе различные элементы других боевых практик, да, относятся хунтя или хунгар, тунбэй, который мы рассматривали, баджишуань, да, цайлифо и так далее. Да. То есть это боевые искусства, которые в принципе сочетают в себе целый ряд элементов и техник других боевых направлений. Кстати, один очень интересный момент. Когда по такому же принципу создаются единоборства,
да, то берут именно элементы, называют это техниками. Но, ребят, еще раз напомню, техника – это ряд атакующих защитных действий, выполняемых одновременно или, как это сказать, последовательно, параллельно, да, вот так вот. То есть это не когда ты выполнил одно действие, потом выполнил другое, это называется последовательным выполнением. Да? Последовательное выполнение означает, что вы выполняете один элемент в единицу времени, да? Вот, и выполняете элемент за элементом. А когда мы говорим о технике, это ряд элементов, выполненных одновременно фактически. Да? Поэтому, когда мы говорим о компиляционных единоборствах, да, чаще всего там берут именно элементы. И в сущности практически любое единоборство спортивное выглядит как набор элементов только. Да? Вот, то есть для бойца это такие элементарные, в буквальном смысле элементарные опции. Вот. Когда мы говорим о боевом искусстве, там другая история, там мы имеем дело не с одним противником, а с несколькими, да, зачастую разных весовых и возрастных категорий. Эти противники могут быть вооружены, могут быть не вооружены, там, и так далее, и так далее. То есть тут другая совершенно специфика. И в этом смысле работа поэлементная такая, последовательная, здесь совершенно неуместной уже становится, да, и многие спортсмены, которые попадали где-то на улице, хорошо понимают, да, чем вот эта вот оспортивность заканчивается. Вот, и в этом смысле вот как раз боевые искусства, они строятся по другим принципам, не поэлементная работа, да, а именно техническая работа, техничная работа, когда ряд элементов в единицу времени исполняется, да, одновременно или вот последовательно параллельно, как было сказано. Вот. И когда мы говорим как раз о компиляционных единоборствах, чаще всего как раз мы говорим о том, что такие единоборства берут только элементы различных боевых искусств, да, не справляются с большим набором. Вот. А когда мы говорим о компиляционных боевых искусствах, там действительно набор уже не элементов, а мы видим набор техник. Это уже совершенно другая история, и когда такое боевое искусство создается, там это уже не набросай все подряд в тарелку и получится волшебное блюдо. Кстати, чаще всего блюдо не получается, да? И, кстати, поэтому вот мы наблюдаем очень мало компиляционных боевых искусств. Про единоборство мы молчим сейчас. В боевых искусствах такая история не очень поддерживается, потому что взаимное сочетание и возможности тех или иных техник, заимствованных из других боевых практик, да, это сочетание, это особая такая тема, впихнуть невпихиваемое и объять необъятное, это нереальные вещи, поэтому боевые искусства имеют дело с реальными вещами, они должны быть легко подвижны, легко свободны, легко гибкие такие, да, они должны быть. И в этом смысле просто набросать туда техник ниоткуда, это, конечно, не годится. Нужно, чтобы одно превращалось в другое, одно переходило в другое, все это между собой было гармонично связано, так, чтобы у вас не получалось, что вы выполняете одну технику, а после надо перезарядиться для другой. У вас нет такого времени в боевых искусствах, да? Вот, поэтому, значит, вот таких компиляционных боевых искусств, традиционных, по крайней мере, их очень немного, да. Значит, какие у нас еще есть? У нас есть способы создания боевых искусств, таких как, например, как Инджао Фанзи, Чодзяо Фанзи, Эншин, кстати, карате, да, если мы говорим о единоборствах уже, да. Это такие боевые практики, обновленные дополнительной опцией, да. То есть, когда вот Фанзи Шуань, там, например, получает еще одну дополнительную опцию в виде работы пальцами, да, у нас возникает такое целое направление Инджао Фанзи, а потом на его основе Инджао Чуань, да, кулак когтей орла такой известный. Вот. Это как пример, в качестве примера. Или когда в фанзи попадают элементы чодзяо, протыкающих ног, да, и бойцы фанзи уже, значит, начинают работать не только руками, но и ногами, например, начинают работать, да, и так далее. Эншин, мы знаем, да, там элементы дзюдо, техники дзюдо, да, возникают там. И вот такой вот способ создания, способ генерации нового боевого направления с небольшой дополнительной опцией, да, какой-то. Она значительной является, небольшая не значит незначительная. Небольшая — это просто такая, которая не влияет на структуру уже имеющегося боевого направления, да? Вот в этом смысле небольшая. Вот. И сейчас мы как раз логично переходим к созданию боевых искусств с легким подмешиванием, да, уже других боевых практик. Это еще более лайт такая версия. Это когда, вот помните, мы на прошлом стриме, когда говорили о Фанзи Шуань, а еще раньше мы говорили о Пико Шуань,
Вот мы говорили о том, что был такой взаимный обмен между этими боевыми направлениями, который не сделал их идентичными, не смешал их, а просто это было легкое такое подмешивание техник одного и другого, да? Вот, таким образом, Pigwatch обогатилась техниками Фанзе, Фанзе обогатилась техниками Pigwa, то же самое у нас было с Toonbay, который обогатился техниками того и другого, да? Ну и так далее. Вот. И, наконец, есть, вот мы с вами перечислили 4 способа создания таких боевых искусств, которые мы наблюдаем, да, это компиляционные такие, обновленные дополнительные опции с легким подмешиванием. Мы говорили о боевых практиках, которые собираются на основе такого фильтра или сита, они не столько собираются, сколько, наоборот, так сказать, избавляются, что ли, да, от чего-то, устраняют какие-то вариации возможные и опции, да. И есть еще вариант такой, как собирание разрозненных техник воедино. Да? Это, ну вот, например, на прошлом стриме мы с вами рассматривали Jiachuan или Chachuan, и как раз я там говорил о том, что одной из базовых основ Chachuan является Тантой, хлещущие ноги, да, вот такая вот интересная достаточно опция, которая находится в ряде боевых искусств в качестве вот какой-то базы такой, базовой основы, да. И вот по сути Chachuan это попытка собрать разрозненные опции вот таких хлещущих ног, да, и когда мы смотрим на сегодняшний Chachuan, мы как раз наблюдаем, что вот работы ногами там достаточно много, она очень разнообразная, и это по сути такой каталог возможностей вообще работы ногами. Да? То есть, когда мы говорим, например, о чотяо, о протыкающих ногах, эта тема несколько уже другая. Вот вспомните наш стрим, связанный с чотяо, и сравните с таньтой, например, да, когда вот мы смотрели Chachuan. Есть большая разница в специфике применения ног. Да? Мы видим эту большую разницу. Вот таньтой это такой сборник техник работы ногами, да, который особенно яркую реализацию получает в Chachuan. Да. Собираются все возможные опции, которые можно только отнести к тантой, например. Да. Такая вот история. Такая же история у нас, ну, например, возникает в связи с хунча или с хунгар. Значит, когда у нас хунча начинает распространяться по всему Китаю, когда появляется огромное количество разных школ под одним и тем же названием, кулак семьи Хон, значит, сначала это вообще не похожие друг на друга школы, ну, по большей части не похожие друг на друга. Но потом постепенно происходит вот такое вот слияние этих школ. Где-то они сливаются, где-то они получают общее, что-то, какие-то черты. И на сегодняшний день то, что мы знаем как хунча или хунгар, например, да, это вот как раз выявление единого из разных источников, что ли, да, такая вот история. И в этом смысле вот Лао Фэн Шуань, о котором мы сегодня говорим, это боевое искусство, которое создается именно вот этим вот последним способом, о котором я упомянул, да, когда мы собираем единое из разных источников. В частности, Лао Фэн Шуань в своей базовой основе, в как бы основании в своем, да, имеет Фан Цзи Чуань, вращающийся кулак. Кому интересно, кстати, перейдите на плейлисты нашего канала, там вы увидите плейлист стримы и плейлист стили и направления боевых искусств, да, там вы можете найти как раз вот прошлый стрим о Фан Цзи Чуань, кому интересна вот эта вот, например, тема. И поскольку Фан Цзи Чуань вошел в большое количество разных боевых направлений, для этого были исторические события, о которых мы говорили на прошлом стриме, значит, и Фанзи очень сильно повлиял на массу боевых направлений. Уже говорили мы с вами о том, что школа Фанзи вообще соперничала в славе с Шаолинем известным, да, вот, и в итоге повлияло больше, чем шаолиньские направления на боевые искусства Китая. Значит, именно Фан Цзи Чуань оказал вот такое вот большее гораздо влияние, чем шаолиньская школа. И
вот настолько легко Фанзи вписывался в различные боевые практики, настолько гармонично вписывался, да, что обогатил собой множество боевых искусств. Вот мы, например, на прошлом стриме видели вот эти вот цепные удары. Вот я делал акцент на то, что цепные удары Винь Чунь, например, да, это прям вот опция из Фанзи Чуань, да, это прям было видно и очевидно совершенно, да. Вот. Ну и так далее, и так далее. В разных боевых направлениях мы видим следы Фанзи Чуань, кроме тех, которые вот я перечислял несколько раньше. И вот идея Лао Фэн Чуань была как раз в том, чтобы собрать вот эти опции Фанзи Чуань, этого вращающегося кулака, но уже с теми изменениями, которые Фанзи получил в результате пребывания в разных боевых искусствах. Да? В каких боевых искусствах? Давайте я сейчас перечислю. Это Винь Чунь Гулао, это Пай Хэ Чуань, это Лун Чуань, кулак дракона, это, значит, отдельные опции Танлан Пай, кулака богомола, это Ху Чуань, кулак тигра, ну и так далее. То есть вот в разных боевых направлениях, да, следы Фанзи мы очень хорошо наблюдаем и собираем их вместе. Вот получаем Лао Фэн Чуань. Это вот немножечко, как говорится, по общей теории Лао Фэн. Но в сущности Лао Фэн это такая, ну, в некотором смысле, мне кажется, такая уникальная, да, достаточно уникальное боевое искусство в общем ряду боевых искусств по разным причинам, о которых вот мы сегодня в частности поговорим. Ну, например, все знают, что вот система рангов каких-то, система данов, дуаней, система поясная, цветных поясов, да, это система, которая на самом деле появилась где-то в первой трети или в середине прошлого века всего лишь. То есть это не традиционная система, никогда такой традиции не было. В общем-то, она появляется в дзюдо только впервые в Японии, а потом, ну, как-то воспринимается очень многими боевыми направлениями, в том числе и традиционными китайскими боевыми направлениями. Сейчас раздают и пояса, и дуани, значит, и Вушу Таолу, и я не помню, в Саньда там раздают, там вряд ли. Ну, в общем, появляется такая опция, где, значит, появляются тоже вот эти вот пояса. Вот. Но в Лао Фэн Чуань тоже имеется поясная система, но только сильно отличающаяся от привычной нам. Ну, в частности, если мы, например, говорим о поясной системе карате, то мы, наверное, хорошо все знаем, что все цветные пояса – это ученические пояса, да? И даже черные пояса, первые там пара данов, это, ну, фактически это ученические пояса, несмотря на то, что вы уже имеете право там, ну, условное право преподавать что-то, да, там, если вы имеете первый, второй дан там черного пояса, вот, вы уже являетесь как бы инструктором, но это такой, все равно это полуученик, по сути, да, и реальное мастерство, так условно, в разных, конечно, в разных рукавах карате, там Шисакан одно, там в Кёкушин другое, там третье, там где-то и так далее. Но, в принципе, мастерские степени, ну, это там от 4-го, от 5-го дана, да, где-то идет. Вот. А вот эти вот цветные пояса и первый, второй дан, ну, первый дан там, например, да, это проскакивается за время, там, ну, не знаю, от 1,5 до 2,5-3 лет, да. То есть, в принципе, достаточно быстро можно стать таким вот, как условно мастером, да, в поясной системе, хотя, конечно, это все еще ученические достаточно степени, далеко не мастерские, они дальше гораздо идут уже эти мастерские степени. Вот в Лао Фэн эта система, она преодолевается тем, что время получения тех или иных поясов это не 1-2 месяца, черный пояс вы получаете не за 1,5-3 года, например, и так далее. Вот. И нет никаких данов и дуаней. Собственно, пояс является уже данным, если хотите, если это вам интересно, да? Вот, сделаны для того, чтобы не было вот этого пустого коллекционирования поясов. Потому что, ну, с одной стороны, понятно, что гордиться там полученным где-то в карате, например, там желтым или красным поясом, но это смешно достаточно этим гордиться, или синим, там, бог его знает. Вот, потому что ну, это ученическая степень, это все равно, что гордиться, что вы перешли там из 2 класса среднеобразовательной школы в 3, да, гордиться особо нечем. Это явно не вузовское образование. Вот. Но, тем не менее, такая история существует, люди почему-то кичатся там этими поясами, там, и так далее. Ну, вот Лао Фэн сделано это все для того, чтобы
значит, не кичиться поясами, не коллекционировать их для того, чтобы вы занимались боевым искусством, а не коллекционированием, значит, боевых каких-то степеней, вот этих вот поясных степеней. Михаил пишет: добрый день, заскочил ненадолго. Добрый день, Михаил, рад видеть. Вот. И для того, чтобы получить там очередной пояс в Лаофэн, конечно, нужно постараться, поработать как следует. Там, например, если белый, то понятно, пояс условно получает там с самого начала, и он, в общем-то, ничего не значит, что вот для желтого, там, например, хотя бы год надо отзаниматься, там, для красного там еще там время и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, для того, чтобы дойти до черного пояса, я уже не помню, но там достаточно много лет нужно, да? Тут как бы другая история. У вас нет возможности коллекционировать пояса, и вы просто обязаны заниматься боевым искусством. Это такая своеобразная защита от дурака, как говорится, для того, чтобы не было ощущения, что Лаофэн такая система, которая легко достаточно быстро пробежать там и все, да. Нет, этим надо заниматься, и если вы получили там, например, условно там свой желтый пояс или там зеленый пояс, я не знаю, в Лаофэн, это означает, что вы действительно работали, не просто посещали там 2 месяца какой-то доджи там в Штатах, например, да, а вы несколько лет, по крайней мере, занимались для того, чтобы потом тестироваться, например, на этот пояс, да. Такая вот история. Но это мы, когда говорим о поясах. Теперь давайте я немножко сейчас переключусь. Вы уже здесь посмотрели, в общем, какие-то отдельные моменты, связанные с Лаофэн. Мы еще к ним позже вернемся. Вот. А пока я еще немножечко расскажу, ну, например, о том, о тех методах еще или принципах, которые содержатся в Лаофэн Шуань. Во-первых, значит, существуют четкие методики, они у нас, значит, выверены, они выложены на различных ресурсах. Если вы обратитесь ко второму нашему каналу Лаофэн, ссылка внизу, вот, то вы, соответственно, найдете и методики обучения, и все остальное. Значит, так, у нас тут Увей опять появился, не дает ему покоя. Увей, пишите, это прикольно на самом деле. Вы же знаете, мне всегда есть что сказать в ваш адрес в том числе, так что окей. Так, теперь дальше. Значит, по поводу методик, вот я сказал, да, кстати, Лаофэн Шуань это одно из немногих боевых направлений, в котором нет Тао. Это важный достаточно момент, потому что, ну, общее представление такое, что боевое искусство обязательно должно иметь Тао, да. Ну, вот мы знаем там, например, ну, из современных, если мы возьмем там Джит Кундо, например, да, в нем Тао нет, все хорошо знают, да. Есть традиционные китайские боевые искусства с долгой очень историей, в которых тоже нет Тао, там и так далее. Вот в Лаофэн тоже нет Тао, и идея здесь заключается в том, что ну, смысл Тао на сегодняшний день, как очень хорошо сказал Антон Бодягин, если помните, у нас вот было недавно интервью не просто с представителем, а с лидером Эншин карате в России, да, с Антоном Бодягиным, он очень хорошо сказал, что, ну, вообще-то ката, ну, а в нашем случае Тао, это такой скорее маркетинговый ход, да. И вот, да, действительно, в Лаофэн отсутствует Тао, потому что, ну, нет смысла вот в этом маркетинге. Мы уже с вами говорили о том, что боевые искусства это не для каждого история. Большинство идет в спорт, большинство идет в единоборство, да. И в этом смысле, значит, такой существует достаточно серьезный отсев. Для того, чтобы заниматься боевыми искусствами, надо все-таки действительно к этому стремиться как-то, да. Вот. И для того, чтобы не было опять вот этого вот пустить пыль в глаза, заниматься чем-то, что не приносит вам боевых бонусов там и так далее, да, в Лаофэн не существует Тао. Вот такой вот, например, момент тоже, о котором надо было бы сказать. Значит, среди принципов, которые содержатся в Лаофэн, ну, например, такой известный достаточно принцип, который является тоже одним из базовых, наверное, в различных боевых искусствах, это принцип, который можно выразить, например, такой фразой, что из любого положения любая атака и защита. Да? То есть в этом смысле в Лаофэн невозможна такая история, когда вот вы нанесли удар, отдернули руку, нанесли удар, отдернули руку там, и прочее, прочее, прочее. Такая вот ерунда какая-то. Так.
увы, решил по ковиду выступить. Видимо, у него проблемы с этим, боится сильно. Привет от Ваду, он тоже пока еще жив. Ну, спасибо, и ему привет в ответ. Увы, я сейчас не очень намерен обсуждать ваши проблемы, связанные со страхом ковида и передачей приветов каких-то. Давайте мы продолжим по ЛАУФМ, хорошо? А вы только по делу, если можно, тогда хорошо. Попозже мы поговорим уже в свободном режиме, ладно? Давайте я тогда сейчас временно вас тогда пока прикрою, а потом открою вам возможность такой, вы будете говорить все, что вам приходит в голову, а у вас там обычно карусель. Так, значит, теперь по поводу принципов, на которых строится ЛАУФМ. Принципы достаточно простые. Мы говорили уже с вами о принципах своевременности, уместности, раскованности, непрерывности, концентрации движения и так далее. Это вот какие-то базовые принципы, я сейчас перечислил. Они, в общем-то, являются такими тоже основополагающими для многих боевых искусств, в сущности. И давайте сейчас прям кратенько по этим принципам пройдемся. Давайте я еще раз поставлю тогда видео. Сейчас, одну секунду, да, вы опять можете посмотреть, ну и заодно там оценить то, о чем я сейчас говорю по поводу принципов, на которых, значит, основывается ЛАУФМ, да. Значит, когда мы говорим о принципе концентрации движения, мы говорим о том, что любое движение, даже очень раскованное, при должной концентрации в нужном месте, в желаемом месте, да, дает достаточно большую мощь или силу, или скорость, или и то, и другое, и третье. Да. То есть принцип концентрации – это такая достаточно простая, в общем-то, опция, но которой надо учиться обязательно и которую нужно реализовывать на протяжении всей своей практики, на протяжении каждого вашего действия. Это вполне естественно. Когда мы говорим о принципе своевременности, речь идет о том, в первую очередь, как у Миямото Мусачи. Вот помните, кто читал книгу «Пяти колец», там очень хорошо этот принцип описан, он у него называется несколько по-другому. Вот. Но смысл такой, что если вы действуете слишком быстро, то вы опережаете ситуацию и не добиваетесь необходимого. Когда вы действуете слишком медленно, вы опаздываете за ситуацией, тоже не добиваетесь необходимого. И, соответственно, вот этот тайминг, это то, что называется таймингом, там, например, да, это ситуация, когда вы действуете ровно тогда, когда нужно. Да? Вот это вот принцип своевременности. Над ним работают, понятно, что и в спарринговой практике, и в работе с партнером, и когда вы самостоятельно работаете в том числе, да, и тогда эмулируете различные методы работы с вашим противником или противниками. Вот. И, собственно, это не такая опция сложная, которую вот надо прям выращивать каким-то особым образом, особыми упражнениями. Да? В сущности, эта опция своевременности, она выражается такими принципами, которые, например, мы наблюдаем в Винь Чунь. Да? Значит, противник не двигается, я не двигаюсь, противник двигается, я прихожу первым. Да? Ну, вот такая вот история. То есть я опаздываю за противником, но прихожу первым. Да? Это вот принцип своевременности и экономии, соответственно, ваших действий. Но это уже отдельная тема. Как раз ЛАУФМ еще в своем арсенале содержит очень много таких опций, которые экономят ваши силы, экономят ваше время в бою и так далее. То есть вплоть до того, что в принципе вы можете не сильно торопиться, но достигать чего-то быстрее. Да? Ну, в качестве примера, для тех, кто видит в этом какой-то парадокс, в качестве примера можно привести, ну, скажем, подрагивающие усилия, да, которые действуют на небольшом расстоянии, но концентрируют такую мощь, которой обычно добиваются люди, как говорится, с размаха. Да, вот так вот. Таким образом экономится время, экономятся силы. И если мы говорим об источниках силы, и скорости и мощи в ЛАУФМ, да, то мы обращаемся к такому понятию, как наборы импульса движения. Мы пользуемся таким физическим термином, это термин из физики, из курса физики в буквальном смысле, и мы его используем, потому что, ну, сказать честно, я не знаю, как по-другому, например, можно было бы назвать это явление, да, набор импульса движения. И когда мы говорим о таких наборах импульсов, я их сейчас все не перечислю, но, по крайней мере, какие-то, которые наиболее близки, наверное, всем, кто так или иначе смотрит этот стрим.
Например, такой простой способ концентрации, вернее, набора импульса движения, как набор импульса от поворота корпуса. Да? Если вы даже расслабите свою руку или расслабите ногу и просто повернетесь вокруг вертикальной оси, да, вам не нужно будет прилагать никаких мышечных сил для того, чтобы ваша конечность там набрала необходимую скорость, мощь, силу. Да? Таким образом, вот этот вот набор импульса от поворота корпуса, я думаю, всем понятен, всем известен. Да? Набор импульса от шага, от различных шагов мы набираем, в том числе и от таких достаточно компактных там, и так далее, от ряда шагов можем набирать набор импульса и так далее. От прыжков, да, мы уже говорили с вами о том, что в Лаофэн используются прыжковые удары и ногами, и руками в том числе, да, и от такого прыжкового действия в том числе мы вот способны набирать, значит, какую-то силу, мощь, скорость. Но на самом деле, как правило, когда мы говорим о наборе импульса от прыжка, мы сочетаем несколько наборов импульса. Это может быть, например, прыжок с поворотом корпуса, прыжок с подрагивающим усилием, прыжок, связанный еще с использованием шага предварительного, ну, допустим, да, как самый простой метод, ну и так далее. Да? Вот такие вот вещи. Значит, есть еще, вот, как я уже говорил, подрагивающие усилия, которые являются тоже таким вот набором импульса. Набор импульса от кисти, это отдельная тема, ну и так далее, и так далее. На самом деле их достаточно много в Лаофэн. И в сущности порой какая-то работа в Лаофэн или там спарринге, какая-то спарринговая практика, да, она, знаете, является в некотором смысле превращением таким в способы извлечения тех или иных опций из разных наборов импульса. Да? То есть, например, ваш противник, например, по спаррингу замечательно пользуется там набором импульса, ну, я не знаю, чего там, от шага, вот тоже как было сказано, или там от прыжка, бог его знает. А вы способны концентрировать гораздо большую там мощь, силу и скорость, да, благодаря компиляции нескольких наборов импульса. Да? Вот. Таким образом, вы уже обыгрываете своего противника, что, в общем, вполне логично. Да? Это просто в качестве такого небольшого экскурса в такую опцию, как набор импульса. Да? Вот. Когда мы говорим о принципе уместности, который содержится в Лаофэн, да, это очевидный совершенно принцип. Это значит, что не надо чесать левой рукой правое ухо, там, например, и так далее. Да? Речь идет просто о том, что если вы имеете целью, там, например, ну, условно говоря, поразить определенную какую-то зону на теле противника и стремитесь к этому, то, может быть, это не самая лучшая тактика. Да? Лучше брать то, что под рукой, да, и все-таки поражать те опции, которые вот буквально перед вами сейчас находятся. Да. Принцип уместности в том числе вот такой смысл имеет. Принцип раскованности, он совершенно очевиден, он вытекает из принципа экономии ваших действий, вашего напряжения мышечного и вообще из принципов экономии различных. И об этом особо говорить не стоит. К тому же принцип раскованности, он идет рука об руку с наборами импульса движения, о которых вот мы сейчас только что с вами говорили. В принципе, чем меньше вы полагаетесь на мышечную свою силу, тем, очевидно, вы больше полагаетесь на наборы импульса движения. А чем меньше, соответственно, вы напрягаетесь, тем ближе вы к этому принципу раскованности. То есть все это близко достаточно. Да? И принцип непрерывности, о нем я немножечко упомянул уже раньше. Это принцип, который говорит о том, что вы не должны терять напрасно время, силы, выполнять ненужные действия. Вы знаете, как это, как единоборство, там подскочил, отскочил, убежал куда-то, там еще что-то. Вот этого вот быть не должно. Да? Фактически каждое ваше следующее действие опирается на предыдущее. Где завершилось предыдущее действие, там начинается новое действие. Да? Там ударить там, рукой вперед, а потом отдернуть руку, чтобы снова ударить, например, это не наш подход. Это напрасная трата времени, сил, ну и вообще там творческого потенциала вашего, да, например. Окей. Значит, теперь, когда продолжаем мы тему, собственно, тех опций, которые содержатся в Лаофэн Шуань, в
в принципе, в методиках все изложено, и у нас есть ряд обязательных и необязательных для изучения каких-то опций. Ну, в частности, значит, поскольку мы имеем дело с боевым искусством, мы имеем дело, соответственно, с возможностями работы с несколькими противниками, как уже говорилось, с вооруженными противниками и так далее. И в этом смысле мы должны освоить в том числе и какие-то предметы подручные. Да? И в частности, факультативно Wall Feng Shuan не обязательно это означает. Факультативно значит не обязательно. Значит, изучается ардигунь или нунчаку, чаще всего так, да, японское название звучит. Вот. Факультативно используется люсинчу или молот метеора, так называемый, укороченный. Опять почему? Потому что оба эти предмета, они, во-первых, развивают ваши двигательные программы, позволяют четко понять, что такое концентрация движения. Прям вот с одной-двух тренировок вы понимаете, что такое концентрация движения, когда вы пользуетесь люсинчунь или ардигунь, да? Ну и кроме того, конечно, ардигунь — это такой предмет, который вы можете собрать из подручников вот за 2 минуты. Где бы вы ни оказались, как бы ни пошла ваша жизнь, у вас всегда под рукой может оказаться, например, такое вот традиционное оружие, его укороченный вариант, да, и вы можете его использовать. Поэтому, значит, в Wall Feng, в общем-то, эти предметы используются, но опять факультативно. Никто не требует от вас демонстрации ваших возможностей в связи с использованием этих предметов. Виктор пишет: раскованность — это ключ к успешной практике. Именно с этим возникают сложности для тех, кто занимался спортивными направлениями. Да, полностью согласен. Еще раз просто напомню, ребята, раскованность — это ключ к вашей выносливости. Это важный момент. То есть не так вот, как в единоборствах, когда за 2-3 минуты вы сгораете и больше продолжать вы не можете, да, бой. Боевые практики не могут строиться на уровне там 2-3 минутки, там, например, да. Еще раз напомню, вот боевые искусства, как вот говорилось в прошлом стриме, это практики, которые прошли достаточно длительный путь, достаточно, так сказать, себя зарекомендовали, в том числе в таких масштабных сражениях, масштабных баталиях. Масштабную баталию, когда вы 2-3 минуты, значит, сражаетесь, а потом вас убивают, ну, это, как бы, сами понимаете, смешная достаточно вещь. Вам приходится работать там в течение нескольких часов, да, сражаться. Поэтому боевые искусства вот уже этим отличаются. Тут экономия, экономичность какая-то, да, это важный достаточно подход. Вот, и принцип раскованности один из, конечно, таких основополагающих, в том числе для Wall Feng. Михаил пишет: что давно хотел спросить, да все забывал, как из чего лучше всего изготовить люсинчой. Ребят, давайте, хорошо, сейчас немножечко отвлечемся от Wall Feng. Люсинчой, еще раз, в принципе, это любая гибкая связка, это может быть, не знаю, какая-то веревка, которая не сильно растягивается, да, которая не меняет своей длины. Ребят, это важный момент. Если у вас вот эта вот гибкая связка будет растягиваться, то это значит, что вы просто не сможете рассчитать попадание, да, куда-то. Когда вы работаете, вам нужна еще точность все-таки, да, какая-то. И когда вы не попадаете туда, куда хотели, это как бы фейл. Поэтому веревка или цепь, или, знаете, брезентовый ремень, который не тянется так вот, да. Ремень я имею в виду не тот, который на пузе вы затягиваете, а, ну, как брезентовая такая лента, что ли, я не знаю, такая толстая. Вот, в том числе она продается в разных хозмагазинах, например, да, и так далее. Вот. А в качестве утяжелителя вы можете использовать любой абсолютно предмет, который является более-менее так утяжеляющим, да, но при этом не весит там 100 килограмм. Понятно, что если вы привяжете слишком тяжелую какую-то штуку, ну, вы просто сможете работать ею достаточно медленно, это очень плохо. Если слишком легкая будет штука, какая-то легкий груз, ну, наверное, тоже не очень. Кстати говоря, если вы носите на связке ключей много ключей, вот вам, пожалуйста, утяжелитель достаточно хороший, который может быть использован для люсинчой, да. Таким образом, вот на конец этой ленты, на конец этой связки вы любым способом укрепляете утяжелитель, вот вы получаете люсинчой. Еще на обратном конце, на противоположном, за который вы, очевидно, будете держаться, я бы рекомендовал, значит, зафиксировать там узел.
такой узел, который не развязывался бы и который бы позволял вам даже двумя пальцами, в общем, держать люсинчуй там в какие-то моменты, когда вы его проворачиваете, там, да, как-то вращаете и прочее, прочее. Такая вот история. Так что, в принципе, изготовить, как видите, можно его фактически из чего угодно. Не надо его делать слишком тяжелым или слишком легким просто, да. А длину вы можете варьировать. Ну, когда мы говорим о люсинчуй классическом, это длина от метра до 2. Да? Вы можете использовать там различные вариации из тех, что предлагают, например, Вушу Таолу, но они такие, я бы не сказал, что они очень жизнеспособные. То есть, когда вы там заворачиваете люсинчуй вокруг собственной шеи, вокруг собственного корпуса, а потом опять это разворачиваете, это красиво, это гимнастика, ребят, называется. Но для боя, все-таки, согласитесь, это не особо такая клевая вещь. Вот, поэтому я бы рекомендовал люсинчуй там максимальной длины метр, а минимальной, ребят, я не знаю, ну, понятно, что там 20 сантиметров это ничто, да, наверное. То есть, ну, сами там смотрите, какой длины вам удобнее было бы это мероприятие. Виктор пишет, у меня люсинчуй сделан из куска ремня безопасности, вот, автомобильного, и карабина с тяжелой гайкой. Ну, пожалуйста, вот такой вот простой достаточно метод. Вася Васин пишет, Минасан конничева, Станислав Сан. Добрый день, Вася Васин, очень приятно вас видеть. Вот, так что, в общем, люсинчуй легко достаточно собрать, явно легче, чем ардигунь, там, например, или сандигунь, да? Окей. Еще раз напомню, что люсинчуй в Лаофэн изучается на факультативном уровне, не является обязательным к изучению, но мне кажется, это неплохая опция в том смысле, еще раз, что неизвестно, куда вас вынесет в течение жизни. Вот. И у вас должна быть опция такая, когда вы соберете себе необходимое какое-то традиционное там оружие из буквально подручных средств. Да? Мне кажется, это важная опция, особенно когда вы умеете этим средством пользоваться. А научиться работать с люсинчуй не так сложно. У нас есть уроки этому посвященные, их надо, конечно, переснять на хорошую камеру, когда-нибудь я этим займусь тоже. Вот. Но в сущности у нас эти уроки есть. Окей, давайте дальше. Да, а в качестве обязательной опции, значит, на определенных этапах обучения Лаофэн, значит, давайте я вот лучше просто зачитаю. У меня даже есть такая вот история тут. Значит, необязательный к освоению разделы Лаофэн. Это использование подручных средств, работа ардигунь, нунчаку, работа люсинчуй и другие виды традиционного и современного холодного оружия. Это не обязательно, это факультативно и по желанию. Да? Так, Михаил пишет. Виктор, гайка здесь изначальная деталь карабина или вы к некоему карабину приделали некую гайку? Ага, окей, ждем ответа. Вася Васин пишет. Прошу прощения, что такое люсинчуй? Люсинчуй это просто кистень. Это груз на веревке. Вот, если так кратенько сказать. Так, значит, это вот по необязательным разделам, которые изучаются в Лаофэн. Теперь к разделам по выбору у нас относятся подсечки и подхваты ногами и прыжковые удары ногами. То есть, в общем-то, хотя бы что-то из этого, один из этих разделов лучше, конечно, знать. А если оба знаете, это тоже замечательно. Но, в принципе, Лаофэн более такая гибкая система, более свободная. И, как видите, очень многие опции здесь на ваш выбор. Нет обязательных каких-то таких вот строгих вещей. Вернее, они есть, но они относятся не ко всем разделам. Да? Вот. Теперь... Значит, какие обязательные разделы изучаются в Лаофэн? Опять, если интересно, да? Элементы защиты руками, элементы защиты ногами, что, в общем, логично. Шаги и перемещения, тоже логично. И шаг это одна из основ Лаофэн, потому что от шага здесь слишком многое зависит. Да? Мы изучаем и компактные шаги, и широкие, и высокие, и средние, и низкие, и работу уже в таком приседе, как говорится, да? Ну, в частности, когда, например, добивание выполняем, или когда работаем подсечками там, и так далее. Да? То есть вот шаг это важная достаточно опция Лаофэн, поэтому здесь к шагу такое трепетное достаточно отношение, но при этом не требуется какой-то особой геометрии, как, например, при изучении штакан. Да? Здесь не в этом фишка, не в том, чтобы там под таким-то углом такая-то, значит,
такой-то сустав под таким-то углом сгибается, такая-то высота вашего шага и так далее. Здесь не в этом фишка совсем заключается, а в том, каким образом вы можете приложить этот шаг в дальнейшем. Поэтому каждый шаг имеет ряд опций. Если мы говорим, например, о простом переднем шаге, там, например, кумбу или там зенкуцудач, если там на японском, да, на японской терминологии, то у нас даже передний шаг имеет ряд опций, разных вариантов, да. А когда мы говорим о шагах достаточно низких, там, тут вообще опциональность такая достаточно широкая у нас возникает. Окей. Значит, сейчас, секунду. Вася Васин пишет: соглашусь, оружейные техники – это не основной раздел боевых искусств, но я думаю, что практика с оружием тоже полезна для рукопашных техник. Да, конечно, совершенно согласен. Вот поэтому у нас, значит, в таком опциональном режиме, в режиме факультативном изучаются в том числе какие-то разделы, связанные с оружием. Но к обязательным, как ни странно, вот есть у нас даже ряд уроков, к обязательным у нас относится изучение ЦИ, так называемый. ЦИ, кто знает, это такие продолговатые предметы просто, да? Тупые продолговатые предметы. На самом деле они могут быть заостренными, они могут иметь разную длину. Есть и мейские иглы такие, мейцы, да? Кто видел там, может быть, да, кто-то. Вот. Есть другие предметы. Это то, что в японской терминологии, как правило, называется кубатан. Ну, кубатан более такая, как бы ближе к кастету скорее, чем значит, к яваре. Да? Вот явара, например, да? Такой продолговатый предмет, условно говоря, который можно держать в руке. Вот. И те, кто осваивает ЦИ, как я уже сказал, для Лаофэн это обязательная история. Те, кто осваивает ЦИ, те хорошо понимают, как пользоваться любым почти подручным средством, да? Потому что после освоения такого вы можете работать там ножом, например, причем разными хватами. Вы можете работать ну, какими-то другими продолговатыми там, предметами, колюще-режущими или еще какие-то разные длины там, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле вот работу ЦИ, мне кажется, это важно, что она является обязательной, что ее обязательно на одном из тестов продемонстрировать надо будет, если вы осваиваете Лаофэн. Но в сущности в этом нет ничего особенно сложного. Да? И еще раз заостряю ваше внимание на том, что, освоив ЦИ, вы осваиваете параллельно большое количество разных подручных предметов с совершенно разными там опциями. Да? Окей. Теперь, значит, когда мы говорим о разделах обязательных в Лаофэн, да, значит, элементы атак руками, элементы атак ногами у нас там, естественно, существуют. Техники одновременной атаки и защиты разными конечностями. Да? Техники одновременной атаки и защиты одной конечностью. Это очень важный момент, то, о чем я говорил, что одно ваше действие одной вашей конечностью может выполнять сразу два, иногда в максимуме 3 функционала. Да? Ну, например, если мы говорим там о работе ногами, да, одновременно вы можете защищаться там верхней частью голени и при этом атаковать стопой, например. Да, вот такие техники в том числе мы осваиваем в Лаофэн. Когда мы говорим о работе руками, одновременно, например, вы можете защищаться предплечьем и при этом атаковать кистью руки. Да. Ну, такая вот история тоже необходимы для Лаофэн. Таким образом, ну, сами понимаете, это вот такой способ экстенсивного доминирования над противником или противниками. Да? Если ваш противник, как правило, в лучшем случае единоборец и использует в единицу времени всего один элемент, в отличие от вас, да, и каждая его, например, рука или нога выполняет только одно действие одной рабочей поверхностью, вы в это время способны выполнять 2 или 3 действия одной только конечностью, таким образом обгоняя вашего противника только на уровне выполнения одного только действия, одного элемента, не говоря уже о технике. Да? То есть вот такой вот экстенсивный путь, значит, который делает вас интенсивными уже. Да? Как бы у нас техника наслаивается на технику, мы получаем некий достаточно такой серьезный результат в Лаофэн. Теперь техники одновременной атаки и защиты разными конечностями, выполненные одновременно каждой конечностью. Да? То есть, когда у нас одному действию противника, одной его рабочей поверхности, условно говоря, противопоставляется, ну, давайте посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, от 6 до 8 рабочих поверхностей одновременно задействованных. Да?
Такая вот история. Но это опять для тех, кто постепенно продвигается в уроках ЛАУФМ, там вот постепенно открываются эти опции. Потому что понятно, что на такие вещи там не способен новичок еще пока, но постепенно мы идем вот по этому пути. И в какой-то момент вы эти опции легко достаточно осваиваете, потому что там подготовка такая. У нас методики очень хорошо проработаны. Вот, и как бы постепенно вот это вот ваше движение освоение ЛАУФМ вас приводит вот в том числе к таким опциям. Да? Окей. Одной из важных категорий является цена в ЛАУФМ. Еще раз напомню, цена – это захваты, перезахваты, умение использовать захваты, воздействие на суставы противника, которые включают защемление, скручивание, переломы и прочие подобные вещи. Да? То есть это такие, в общем, вещи, которые в спорте запрещены, они там просто табуированными являются, но являются в боевых искусствах важными. Да? Цена, как я уже говорил, сам по себе этот раздел входит в большое количество традиционных китайских боевых искусств. Иногда есть люди, которые практикуют цина вообще отдельно, это вот прям их такая фишка. Но вообще это не отдельное направление, это вот раздел почти любого боевого искусства традиционного, да, китайского. Вот в том числе в ЛАУФМ мы осваиваем различные рычаги, значит, как это сказать, которые имеются в теле вашего противника. Да, и кстати, мы осваиваем не только цина, но и фан-цина. Это переосвобождение, перезахваты и так далее. То есть, когда вы находитесь в некоем невыгодном положении, когда болевой стимул, уже движение на перелом идет, там, и так далее, например, или на разрыв сустава, на разрыв связки какой-то, да. Вот, как выходить из таких положений, да, вот в том числе в ЛАУФМ это, значит, осваивается, да, фан-цина. Дальше. К обязательным разделам в ЛАУФМ относят методы контроля положения тела противника при помощи рук, методы контроля положения тела противника при помощи ног. Это отдельные методы, сейчас я об этом не буду говорить, но тема такая, что поиск контакта, когда вы получаете, не специально ищете его, но когда вы получаете контакт с противником, вы уже способны на него воздействовать, неважно, независимо, вернее, от того, что в это время выполняется, например, в другом регистре. Ну, условно, допустим, вы в данный момент, там, я не знаю, работаете с противником руками по каким-то причинам. Ну, я не знаю, там есть ряд атак от вашего противника, вот эти вот смешные двойки, тройки, которые там, например, идут от вашего противника, вы в это время и защищаетесь, и атакуете вашего противника, но при этом получаете, ну, например, допустим, контакт верхней части голени с его ногой, да. Все, этого контакта уже достаточно для того, чтобы поменять все планы вашего противника, легкое воздействие достаточно, да, и добивание. Вот такая вот история. Это вот методы контроля положения тела противника при помощи рук и ног, да. Так, Васин пишет. Я слышал, что во многих клубах китайских боевых искусств не обучают цина, хотя само направление имеет данный раздел. Если это так, это странно. Да, это совершенно верно, это так. К сожалению, сейчас достаточно много фитнес-клубов, таких якобы боевых искусств. Я уже, помните, мы с вами говорили о том, как выбирать клуб. Когда вот у вас есть какой-то выбор, вы ходите по различным клубам, выбираете себе клуб для того, чтобы осваивать боевое искусство. Да? Я уже говорил, что есть ряд параметров, которые вы должны отсмотреть обязательно, но один из таких параметров, в частности, это цена. Если вы идете традиционными китайскими боевыми искусствами заниматься, а там нет такого раздела в этом клубе, как цена, да, и вы его не видите на тренировке, вот вы пришли, там сели на скамеечку посмотреть, там, или поучаствовать даже, и цена вообще никак там не осваивается, ну, скорее всего, вы понимаете, вы попали в такой фитнес-клуб, не боевой клуб, а фитнес-клуб, да, и ждать от этого можно очень немного, например. А вообще, да, любой уважающий себя клуб обязательно осваивает и цена, потому что, ну, цена, ребята, это один из самых простых разделов, но реально это простой раздел, который не представляет вообще никакой сложности, осваивается даже на интуитивном уровне, в общем, достаточно быстро и используется в том числе в спарринговой практике. Вот у нас бойцы, вот в моем московском клубе, о котором я уже упоминал, значит, был ряд бойцов, которые в спарринге, если так получалось, что был контакт, там, например, с кистью противника, или там с локтевым суставом, там, или с плечевым суставом, да, сразу цена и добивание, да.
Вот такая вот история. Не то, что специально к этому стремились, но если такой вот контакт есть, если есть возможность на какое-то время удержать какой-то сустав, там, например, да, воздействовать на него, или там стопой, например, воздействовать на там, коленный изгиб, например, противника, да, что тоже относится на секундочку ценно, да, вот. После этого обычно просто добивание, и все, достаточно, закрывается спарринг, да, фактически. Окей. Дальше, к обязательным разделам ВАУФМ еще относятся прыжковые удары руками и прыжковые удары ногами, да, о чем мы уже говорили с вами. Значит, работа ногами и руками сидя и лежа, это отдельный раздел специальный, у нас есть уроки этому посвященные. Раздел несложный совсем для тех, кто уже освоился, значит, в положении стоя, да. Вот. Теперь методы работы ногами с опорой на землю, рукой или руками. Вот есть такой отдельный раздел. Он является, условно говоря, переходным между работой вот сидя и лежа и работой в положении стоя. Да? Вот это вот такой средний раздел между ними. Дальше. Причем, да, эти методы с опорой на землю рукой, они включают в себя не только такую вот опору и атаки, там, например, ногами, или опору и атаки руками, или плечами, там есть и тазом и так далее, но и такие условно-прыжковые действия, когда вы там с переворотом выполняете какие-то действия и прочее. Еще раз напомню, ребят, ВАУФН не стремится к каким-то кульбитам и каким-то акробатическим трюкам и так далее. Мы работаем только с тем, что реально работает, и реально работает там спарринговой вашей практики и так далее. Именно поэтому мы используем в том числе и такие, казалось бы, неочевидные вещи, когда вот с опорой на землю, например, вы переворачиваетесь, выполняете удар двумя ногами и при этом встаете еще, да, и так далее. Почему? Потому что, ребят, ВАУФН это не спорт, это боевое искусство, и здесь из любого положения вы должны находить выход, да. И есть такие ситуации, когда вот вам помогают те или иные, значит, технические действия какие-то, да, поэтому мы их все осваиваем. Окей, значит, дальше. Методы работы пальцами как отдельный раздел у нас, значит, используется. И на самом деле изучение работы пальцами начинается практически с первых уроков, но продолжается на протяжении всего вашего обучения ВАУФМ. Потому что очень много методов использования пальцев, я уже говорил. Значит, это у нас и захваты, и перезахваты, это и атаки пальцами, и защита пальцами, и прихваты пальцами, и скручивание, и это... защемления различные и так далее, да. Ну и в том числе, вот еще раз, про атакующие действия пальцем, например, это отдельная тема, потому что для этого существуют разные варианты, когда у нас и на протыкание, например, работа, и на такое полосование, как бы, да, такое пальцами там и так далее, и на разные у нас опции используются, и поэтому разные формы пальцев. К тому же, все-таки рука человека устроена довольно интересно, она очень опциональна. И когда мы говорим о том, что у нас есть пальцы и не используем их, а используем только, например, торец кулака, это достаточно смешно. Вот. Даже, кстати говоря, когда мы говорим о рабочих поверхностях Лао Фэн Шань, помните, вот на прошлом стриме мы говорили Фань Зи Шань, например, какие рабочие поверхности используют. Лао Фэн использует еще больше рабочих поверхностей. Но даже когда мы говорим об одном только кулаке, где у нас пальцы даже, казалось бы, не используются, да, мы говорим о том, что используется внутренняя часть кулака, внешняя часть кулака, дно кулака, верхняя часть кулака, торец кулака у нас используются варианты с использованием, ну вот с применением различных фаланг пальцев, да, сочетания различных этих фаланг и так далее, да. То есть вот это вот все опционально тоже используется в ВАУФН. Мы постепенно укрепляем все эти рабочие поверхности. В уроках ВАУФН вы находите способы укрепления тех или иных рабочих поверхностей, да, и они постепенно, понятно, у вас укрепляются. Никто от вас не требует сразу демонстрировать волшебные какие-то протыкания, там, не знаю, пальцами или там фалангами и так далее. Это постепенно все делается. Ну, в общем, такая вот история. Так, Вася Васин пишет, вы продемонстрировали интересную работу на нижнем уровне. Окей. Вот сейчас был залом руки с упором коленом в ребра. То есть имеется два контроля. В общем, подход как раз как в Дай-Турю, в других школах дзюдзюцу по-другому. Окей, да. Действительно,
В АУФН возможно воздействие на несколько суставов одновременно, ну на несколько, не в смысле на десяток там. Речь идет о том, что, например, вы можете одновременно воздействовать на сустав там пальца какого-нибудь, на сустав кистевой, на, например, плечевой сустав или локтевой сустав. Все это одновременно может происходить в течение одного вашего действия. И когда мы говорим о тренировочной практике, это всего лишь там болевой стимул. Когда мы говорим о боевой практике, там, конечно, переломы во всех этих местах, да, вот, и таким образом, ну, вообще идеал цена, если мы говорим вот о каких-то рычагах, идеал цена, конечно, это выведение противника из строя, а не только причинение ему там боли какой-то волшебной. Я еще раз напоминаю, не надо рассчитывать на болевой стимул. Ваш противник или противники могут находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и болевые стимулы для них могут не иметь такого значения, как для человека, ну, например, в обычном нормальном состоянии, да. Поэтому, когда мы говорим о ЦНА, например, который входит в состав ЛАУФН, мы говорим о том, что болевой стимул – это самое последнее, о чем мы думаем, вот, а в первую очередь рассчитываем на выведение конечности из строя, да? Например, ноги или руки, или там, я не знаю, там у нас есть рычаги позвоночного столба, рычаги шеи в том числе, там, ну и так далее, да, то есть тут вот мы в том числе имеем дело с такими опасными для жизни, в том числе, вещами, да. Но это все, ребят, необходимо изучать, потому что мы говорим о боевом искусстве, да, а не о каком-то там около боевом, псевдобоевом чем-то и так далее, да. Окей. Вася пишет, причем на руку идет воздействие и через локти, кисть. Да, совершенно верно. Так, дальше. Когда мы говорим еще об обязательных разделах, которые мы все постепенно вот, значит, осваиваем на протяжении всего нашего пути в Лао Фэншань, значит, у нас атаки головой, плечами и тазом в том числе мы осваиваем. Методы набора импульса движения, вот мы об этом говорили, я перечислил немножечко совсем таких методов, но их существует там порядка 1,5 десятков, если не ошибаюсь, да. Дальше мы изучаем методы добивания. Ребят, это очень важный раздел. Он один из самых простых. Добивание тоже один из самых простых разделов в любом боевом искусстве. Вот опять вы приходите, когда в какой-то зал боевой, да, и не видите там практики добивания, да, ну, наверное, значит, вы опять не туда попали. Ребят, это очень важная вещь. Это не является какой-то жестокостью там по отношению к противникам и так далее. Вот. Это является гарантии вашей же безопасности. Ну, сами понимаете, вот условно победить, как в спорте, например, да, и тут же быть атакованным, пусть даже лежащим противником, да, атакованным, причем фатально, ну, я считаю, что это плохой подход. Поэтому добивание – это обязательная такая тема, которая тоже изучается. Добивания такие могут быть разными частями тела, руками, ногами, коленями, локтями, пальцами, не знаю, и так далее, голенью там, например, и прочее. Да? Это все тоже изучается у нас в ЛАУФН. Все это, еще раз, ребята, гарантия вашей безопасности. Потому что в нашем случае, когда мы говорим о боевых искусствах, условная победа – это не наша. Мы либо побеждаем, либо лучше вообще не ввязываться, да. Вот, окей. Дальше. Тактические и стратегические решения при работе с одним и с несколькими противниками. Об этом мы уже с вами много говорили, на этом останавливаться не буду. Но работа с несколькими противниками – это важный момент. И когда мы говорим о разных опциях такой работы, обязательно рассматриваются вот разные варианты, в том числе, вот, кстати, в предыдущем случае вот мы говорили о методах добивания, да, я вот сказал о том, что даже лежащий противник представляет опасность. Опять, при условии, что он умеет работать в положении лежа там, и сидя. Это вот то, что изучается в ЛАУФН в том числе. Да, и в нашем случае, если боец ЛАУФН оказывается там на земле, в том числе и сознательно, например, оказывается, это не значит, что он теперь побежден. Он прекрасно может работать в таком положении. Например, когда мы говорим о тактике и стратегии, ну, скажем, если вы работаете против противника вооруженного ножом, да, как правило, мы понимаем, такой противник работает с вами, ну, как, стараясь воткнуть вам или порезать вас там в области ваших конечностей, в области корпуса, в первую очередь, по голове это бесполезно достаточно, там только такие легкие достаточно порезы будут, если это не касается, там, например, глаза там, и так далее, да. Вот, а в основном в корпус, да, самая опасная вещь. Ну, представьте себе, что ваш корпус находится постоянно на расстоянии вашей вытянутой ноги. Когда вы находитесь в положении лежа, до корпуса, до вашего дотянуться ножом, ну, это надо еще попробовать суметь, да.
Особенно, когда ваш противник умеет работать лежа, уже это практически невозможно. А вы в это время можете работать с ним вашими ногами, не смешно дрыгая, как это в ММА происходит, а достаточно сознательно, понимая, каким образом вы можете легко и опрокинуть такого человека, и повредить ему ноги и руки там, и так далее, при этом все еще находясь лежа. Да? Ну, вот такая вот история. Так что вот эти вот все вещи, которые я сейчас перечислил, это важные разделы, такие вот, связанные с Лаофэн. Значит, работа одной рукой в тренировочной спарринговой практике мы обязательно проводим, да. Значит, это касается, например, чесао, это касается ряда спаррингов. Помните, я вам говорил, что существует большое количество разных методов проведения спарринга, в том числе спарринги, которые связаны с тем, что вы работаете только одной рукой против вашего противника, например, или противников, да. Дальше, умение защищаться одной рукой в тренировочной практике, умение защищаться не сходя с места, без применения атакующих методов в специальной тренировочной практике. Это тоже важный раздел, это отдельный раздел, который мы тоже изучаем. Это важная опция, которая выстраивает целый ряд ваших скиллов и в дальнейшем используется в боевой уже вашей практике. Да? Дальше к обязательным разделам здесь Лаофэн относят входы в оборону противника. Это отдельная тоже тема. Умение. Ребят, еще раз, боевые искусства это не два притопа, три прихлопа. Это не когда два удара вы выучили, и теперь вы офигеть мастер. Это умение не только быть защищенным, но и входить в оборону противника, разрушая эту оборону. Да? Вот это вот называется входами. Богдан пишет: здравствуй, Станислав, рад тебя видеть. Привет, Богдан, я тоже рад тебя видеть. Вот. И, наконец, вот эта вот история с началом боя, это то, что мы рассматривали в том числе в ряде наших видео и стримов. Стратегия, тактика, варианты и методы вот начала боя. Да, это простая достаточно опция, одна из самых простых в боевых искусствах, но к ней тоже надо все-таки какое-то отношение иметь. Все-таки, да? Согласитесь. Вот. Теперь... Ну, давайте сейчас я вот немножечко опять переключусь вот, в такую опцию. Да. Вот, кстати, нашел у себя методы набора импульса движения, да, о которых мы говорили. Ну, вот давайте немножечко их перечислю. Тут не все будут перечислены, но какие-то хотя бы. Да. От скрестного шага это отдельная тема, потому что скрестный шаг это шаг, который позволяет выполнять массу различных опций. Поэтому здесь отдельно рассматривается метод набора импульса от него. Да. От поворота корпуса, от вращения рук, от смещения таза, от переднего шага отдельно тоже, от пустого шага отдельно, от приставного шага отдельно, кумулятивный метод набора импульса, от топчущего шага, от кругового шага, от скользящего шага, от дугообразного шага, от переноса веса тела со стопы на стопу, от кисти руки, реверсивный, подрагивающий усилие. Вот я что записал себе, да, вот то я сейчас перечислил, и как я уже говорил несколько раньше, как было сказано в этом стриме, значит, шаг это основа. И то, что во многих других направлениях называют стойкой, вот шаг это основа Лаофэн Чуань. И здесь, как видите, вот на шаге подвязана в том числе и такая опция, как набор импульса движения. Это то, что позволяет вам экономить силы, время, значит, при этом производить достаточно большую силу и мощь, и скорость там, и так далее, и так далее. Да? Вот такая вот история. Кстати, очень важный момент, о котором, наверное, стоит сказать, в Лаофэн проводят четкую грань между понятием сила и мощь. Обычно это одинаковые совершенно понятия. Нет, ребят, когда вы учитесь мощи, а хотите при этом достичь силы, вы не достигаете силы. Понимаете, да? Есть разные методы, соответствующие разным целям. Так вот, сила это одно, мощь это другое. Для сравнения. Те, кто водит автомобиль, наверное, знают, да, что пониженные передачи автомобиля, там первая, вторая скорость, там, допустим, да, они связаны с мощью, с тем, что там маленькие шестерни использованы при такой передаче, и один и тот же крутящий момент передается на ваши колеса с меньшей силой, но большей мощью, да. И наоборот, повышенные передачи, там на мощь не надо рассчитывать. Если на повышенной передаче вы попытаетесь из грязи выбраться, например, на автомобиле, вы сами понимаете, что вы обречены. Скорее всего, коробку посадите и не выберетесь. Да? Там нужна мощь, а не скорость. Да? А вот на хорошем полотне дорожном нужна скорость, а не мощь. Да? А скорость у нас напрямую связана с силой. То есть понятно, что если на пониженной передаче, условно, не дай бог, вы сбиваете пешехода, то он отделывается маленьким синячком. Если на большой скорости
вы движетесь, избиваете пешехода, понятно, что это летальный исход. Таким образом, ваша машина на большой скорости проявляет большую силу. Да? Вот мощь и сила – это разные вещи. Вот на примере разных передач автомобиля. Да? И вот Лаофэн – это тоже разница ощущается. Мы при помощи одних методов учимся одному, при помощи других методов учимся другому и достигаем соответствующих результатов, потому что метод соответствует цели, да, определенной. Вот. Теперь еще по поводу Лаофэн, когда мы говорим, значит, здесь мы обращаемся в том числе к Нейгун, это важная часть Лаофэн. И в первую очередь Нейгун, который мы здесь изучаем, это не волшебные пасы, ребят. Еще раз, не надо рассчитывать на то, что выполнив волшебные пасы, вы выиграете баталию, и все войска вокруг полягут просто потому, что вы это вот так вот сделали волшебно. Значит, Нейгун вообще настоящий боевой. Это ситуация, при которой, во-первых, вы имеете высокую выносливость. Не сгораете за 2 минуты спарринга, высокую выносливость имеете. Во-вторых, диафрагма ваша не сбивается от тех действий, которые вы выполняете. Помните, я уже говорил вот на прошлом стриме, когда вы используете активно вращение корпуса, верхней части корпуса относительно нижней, например, используете повороты вокруг, вокруг поясницы такие, да, вот, то воздействие на вашу диафрагму большое. Когда вы используете амплитудные действия, вертикальные, например, опять у вас схлопывается диафрагма. Это мешает равномерно дышать. Именно из-за этого, собственно, происходит вот это вот задыхание такое, да. Опять, если вы не умеете пользоваться своей диафрагмой. Поэтому Нейгун, в первую очередь, Лаофэн, это умение использовать свою диафрагму для достижения тех или иных целей каких-то, да, вот для того, чтобы вы не уставали, чтобы не сбивалось ваше дыхание, а впоследствии для получения большей мощи, большей силы и большей скорости, да. Вот такие вот методики, в том числе в Лаофэн, у нас имеются. Вот, теперь, когда мы говорим еще о каких-то опциях Лаофэн, значит, во-первых, надо заметить, что одна из важнейших опций Лаофэн – это защищенность, ваша защищенность. Да? Еще раз напомню, если вы защищены, всегда сможете проатаковать противника. Если не защищены, противник всегда сможет проатаковать вас. Поэтому эффективность ваших действий в бою напрямую связана с вашей защищенностью. Не надо рассчитывать на то, что ботинок, влетевший вам в голову, вас не повредит и не отключит, пусть даже на короткое время. Да? Не надо на это рассчитывать, что вы там, как бетонный столб, можете стоять и выдерживать любую нагрузку. Хотя, тем не менее, в Лаофэн есть такая опция, когда вот мы занимаемся Нейгун, в том числе мы занимаемся тем, что держим телом, любой частью нашего тела держим мощные атаки. Да? Почему вот я вам говорил уже не раз, что нередко, значит, с учениками с моими, значит, мы проводили какие-то спарринги, где защита не была важной и обязательной, и скорее было обязательным выдерживать атаки, самые мощные атаки, в том числе в спарринге, да, выдерживать корпусом. Вот, поэтому есть у нас такая опция, когда мы проводим целый спарринг при помощи вот так называемой железной рубашки, да, вот, когда мы держим головой, корпусом, там, ногами, руками, там, вот эти вот воздействия. Вот. Но это не является целью Лаофэн, это один из разделов такой вот дополнительный. Так что вопрос все-таки, возвращаясь назад, вопрос защищенности – это важный момент. И на первых же уроках Лаофэн мы осваиваем в том числе защиту. Да? Потому что, еще раз, если вы защищены, все в вашей жизни будет хорошо. Противника вы проатакуете. Если не защищены, противник точно вас проатакует. И каким бы вы ни были хорошими в атаке, замечательными, ваша незащищенность сыграет с вами, конечно, дурную шутку. Это понятно. Вот. Теперь еще к опциям каким-то Лаофэн. Давайте сейчас я опять переключусь. Вот, к отдельным опциям Лаофэн относится, например, такое понятие, которое мы наблюдаем, например, во многих боевых искусствах, в том числе Винчунь, например. Из Винчунь мы знаем это как Чисао, как
прилипающие руки, есть дополнительное, значит, той-шоу, это толкающие руки, вот такая вот история. В общем, в любом случае, это взаимодействие с противником через контакт. Ну, чаще всего через контакт руками, хотя есть отдельные опции, которые рассматривают как раз контакт ногами, да, о чем мы несколько выше говорили с вами. Вот Чесао в том числе мы изучаем в Лао Фэн, мы к этому относимся достаточно серьезно. Это не является специальной боевой практикой, это тренировочная практика, но как только вы в спарринговой своей практике получаете контакт с противником, вы этому очень радуетесь, потому что вы сразу знаете, что делать и как это работает. Да? И в том числе, когда мы говорим о Чесао, у нас Чесао есть двумя руками, например, и ногами в том числе. У нас есть Чесао, связанные только с одной конечностью, с одной рукой, например, против двух, например, конечностей противника там, и так далее. Да? То есть вот это вот, эти вещи тоже изучаются обязательно опционально. Вот. Ну и еще одна из таких, может быть, особенностей, на которых стоило бы остановиться, когда мы говорим о Лао Фэн, это неконкурентность или, наоборот, сверхконкурентность. В данном случае, вот вы сейчас меня поймете, когда я скажу, о чем речь идет. Например, я видел посещал ряд, боевых клубов, где существует внутренняя конкуренция под маской такой дружбы, как бы, да, все равно существует некая конкуренция, есть явные лидеры в этом клубе, они держатся обычно обособленно, вот, есть середнячки в клубе, они тоже обособленно, и есть такие отстающие в клубе, они тоже обособленно держатся, да, и никто не стремится перекроить эту картину мира, допустим, в этом боевом клубе, потому что есть такая конкуренция. Есть отдельные люди, мне кажется, смотрящие не слишком далеко, не очень хорошо понимающие, что они делают, собственно, в боевом клубе. Им кажется, если они в этом клубе будут хороши, исключительно хороши, если они будут лучшее лидирующее положение боевое какое-то занимать в клубе, то они и в принципе хороши. Не, ребят, это ошибка большая. Я уже говорил, для того, чтобы вы становились все время все лучшим и лучшим бойцом, недостаточно вариться, во-первых, в соку одного клуба, во-вторых, недостаточно вариться в одном и том же соку тех людей, которые ниже вас уже априори по своим боевым возможностям. Работая, знаете, как в шахматах. Для того, чтобы научиться играть в шахматы, надо играть все время с более умным, более продвинутым противником. То же самое и здесь, вообще в боевых искусствах. Ну и что касается Лао Фэн. Для того, чтобы здесь продвигаться вперед, вам надо постоянно работать с противником, который имеет ваш уровень или уровень выше. Для этого вы должны выращивать себе конкурентов. Да? И в этом случае вот возникает такая, знаете, неконкурентность внутри зала, где вы стремитесь, наоборот, постоянно помочь бойцам рядом с вами, которые тренируются, да, побыстрее освоить те или иные опции, с одной стороны. С другой стороны, возникает сверхконкуренция, как раз, которая, как в экономике, знаете, при добросовестной конкуренции, правильной конкуренции, выигрывают все. Фирмы развивают дополнительные опции, развивают дополнительные услуги, стараются конкурировать, ну, хотя бы по улыбкам дополнительным каким-то, по какому-то хорошему обслуживанию, да, и так далее. Вот. А в большинстве случаев еще начинают развивать технологии. Вот развитие технологий в первую очередь связано с добросовестной конкуренцией. То же самое и внутри боевого клуба, боевого искусства. Значит, добросовестная конкуренция, такая сверхконкуренция, когда вы дотягиваете учеников, стараетесь дотянуть до своего уровня, да, и потом, чтобы с ними сражаться, это вынуждает и вас работать лучше. Вот это важный момент. Поэтому в Лао Фэн вот выращивание спарринг-партнера – это важная такая опция, когда вы стремитесь помогать тому, кто тренируется рядом с вами, да, постоянно, потому что вам надо тоже расти как бойцу и расти постоянно, а не достичь какого-то там средненького уровня и болтаться в этом, стагнироваться, да. Вот такая вот история, например. Вот. Ну и, наверное, надо отметить еще, вот когда мы говорим о Лао Фэн, о гибкости и изменчивости. То есть, в принципе, когда мы говорим о боевых искусствах, мы уже говорим о достаточно большой свободе. Когда мы видим разные школы Винь Чунь, разные школы Пайхэ, разные школы, там, не знаю, Фаньцзы, Хунта и так далее, чего угодно, Чоли Фут, там, например, мы видим немного разные подходы, немного разные исполнения одних и тех же, казалось бы, техник и элементов технических, да.
Немного разные методики, например, и так далее. То есть нет тут ничего жесткого. Фактически каждый клуб может менять какие-то опции, что-то менять. Да? И в этом смысле боевые искусства, они гораздо более свободны, конечно, чем единоборство, где все четко прописано и там свободы нет. Да? В боевых искусствах как бы у нас есть эти опции, есть вот эти вот степени свободы какие-то, что-то мы можем менять, что-то по-другому там преподается где-то и так далее. И это все неплохо и нехорошо, это норма. Вот. И когда мы говорим о Лауфен, тут такая же история. Значит, боец отличается от бойца, клуб может отличаться от клуба, преподавание может отличаться от преподавания там, и так далее. В этом смысле тоже тут достаточно большая свобода. Вот. Но когда мы говорим, кстати, о преподавании каком-то в Лауфен, вот что является уникальным в Лауфен, с моей точки зрения особенно уникальным, это то, что, значит, во-первых, переход там, со ступени на ступень, формальный опять переход. На самом деле вас никто не заставляет сдавать тесты в Лауфен. Вы можете находиться на уровне белого пояса всю свою жизнь и побеждать черных поясов. Это ваше дело лично. Вот. Но если вы все-таки проходите какое-то тестирование, сначала там на желтый, потом на красный, потом на зеленый пояс там, и так далее, да, вот, то принимать этот тест может любой абсолютно боец, который просто на единицу выше вас находится, на пояс выше вас находится, на один уровень хотя бы выше вас находится. Вот. То есть, таким образом вы достаточно легко продвигаетесь, здесь нет централизации, здесь нет вертикали власти какой-то, здесь нет одного устойчивого какого-то авторитета, которому надо платить деньги, сдавать там вот что-то пояса какие-то, сдавать какие-то тесты и так далее. Нет, здесь это все свободно, и это, вот как я уже сказал, тест у вас может принять боец, который просто на единицу всего даже выше вас находится, да, например. Также точно с преподаванием. Лауфен. Такая же история. На самом деле преподавать и организовывать свой клуб здесь может любой боец, который находится там выше белого пояса, там, например. Понятно, что, например, если он только на уровне желтого пояса, он, наверное, будет преподавать только технические особенности, технический арсенал, который содержится именно в этом, в желтом поясе, да, у нас осваивается. Но, тем не менее, он может это преподавать. Здесь нет никакого запрета и никакой сложности в этом смысле нет. То есть здесь вот Лауфен это такой достаточно открытый код. Здесь можно практиковать, любой человек может практиковать, любой человек практически может преподавать Лауфен и так далее, и так далее. И в этом смысле даже вариативность такого преподавания, несмотря на то, что у нас есть методики специально прописанные, они не являются такими вот прям жесткими и обязательными, да. Понятно, что есть ряд вещей, которые обязательны для тестирования, и здесь ничего не сделаешь. Но методики освоения этих вещей, подход к этим вещам, он может быть любым, достаточно свободным, опять открытым и так далее. Вот. И, как уже было сказано, нет никакой сложности в том, чтобы вносить какие-то дополнения или что-то менять в этих методиках. Хотя тесты все равно придется сдавать такими, как они есть, но методики сами подготовки, например, они могут быть несколько другими. Да? Если там, допустим, опционально мы сначала осваиваем там набор импульса от шага от какого-нибудь, да, а потом набор импульса там, от поворота корпуса, то нет ничего страшного, если сначала там будет осваиваться в каком-то клубе там реверсивный набор импульса, например. Да. Это не страшно, это не так критично там, и так далее. Вот. Важно, что в итоге ваши бойцы реально проходят через все вот эти ступени, все это могут освоить и могут быть хорошими действительно бойцами, какими и надо быть, наверное, бойцами Лауфен, да? Окей. Значит, если есть какие-то вопросы, вы можете задавать, потому что более или менее сейчас я рассказал о Лауфен, о каких-то там отдельных вещах. Да, вот сейчас вот вы наблюдаете там, например, работу Ардвигонь, кстати, вот, ну, вот она уже закончилась, ну бог с ней. Вот. Еще раз напомню, это опционально, это факультативно у нас изучается в Лауфен, но тем не менее, значит, можно это вполне изучать. Да? Здесь вот, кстати, отдельный фрагмент, вы видите, да, медленно достаточно исполняются. Фрагменты, честно говоря, рандомно я взял из отдельных уроков и отдельных съемок, которые даже не вошли в уроки где-то, да, и так далее. Есть работа побыстрее, есть работа в бое с тенью, в дорожках там и так далее, да, в связках каких-то и прочее. Да. Вот, кстати, вот видим, один из нехитрых там методов был работы ЦИ вот этими. Вот сейчас вот мы наблюдаем
в исполнении Виктора и Петра, вот мы видим исполнение Цинна. Значит, Виктор очень хорошее сделал видео, где он даже рассказывает, не только показывает, он рассказывает, как, что там и так далее. Да? Кому интересно, вот можете перейти на его канал, вот, в том числе это посмотреть. Значит, ну и ряд таких вещей я выкладываю на канале WowFan и на этом канале, в том числе в плейлисте. Кстати, вот обратили внимание, сейчас вот была подсечка, там ребята сделали себе протекторы такие специальные на икроножную мышцу. Это очень правильно сделали, потому что разбивается икроножная мышца подсечками очень легко. Помните, я вот говорил, что подсечки это не только метод вывести из равновесия противника, но и повредить его, например, ноги, да? Вот такая вот история. И когда вот мы говорим о бицепсе, то же самое. Такая же история, когда вот здесь вот я сюда не стал вводить, чтобы нас не забанили. Я не стал вводить фрагменты, снятые в клубе Виктора. Когда там работа идет против ножа, вот, там при этом разбиваются мышцы, мышечные группы. Да, это видно хорошо. И там вот ребята тоже себе сделали протекторы, чтобы можно было как можно дольше это практиковать, не с разбитыми руками уходить из клуба. В том числе. Но это вот, сами понимаете, да, то есть это не спарринговые моменты, это моменты, связанные с тренировочной такой деятельностью, где вот такие протекторы иногда очень полезны, все-таки согласитесь. Вот. А в спаррингах протекторы, конечно, никакие не используются, там, ну и прочее подобное. Кстати, да, когда мы говорим о спарринговой практике в WowFan, значит, в WowFan нет правил, значит, проведение каких-то спаррингов там и так далее, да. Мы работаем, как работали бы в бою в реальном, и отдельные правила могут специально проговариваться между участниками этого спарринга. Например, ну, я не знаю, нормальной нормой вообще предспарринговой договоренности является вопрос, нет ли у тебя сейчас травм, да. Почему? Потому что, ну, например, у вас растянут, там, не знаю, что там, голеностоп, например, растянут, или там, не знаю, коленный сустав у вас там выведен из строя слегка в результате ваших же тренировок, вашей же неосторожности, да. Понятно, что атака в эти области приведет к дальнейшим, возможно, даже фатальным последствиям, вы не восстановите себе ногу, да. Поэтому нормально совершенно перед спаррингом предупреждать вашего спарринг-партнера: чувак, вот в левую коленку не бей, она у меня сейчас повреждена. Все. И человек просто обязан, это вот особый такой момент, связанный с хорошими бойцами. Бойцы умеют себя контролировать. Не молотят куда попало и там уж как придется. Вот, а контролируют себя и, значит, могут не атаковать, в том числе сознательно не атаковать какие-то области. Да? Это такой важный момент тоже. Вот. Но самая главная опция, конечно, это уметь, ну, например, вот в этом случае, о котором я сказал, там левая коленка, например, болит, да, ну, значит, работайте так, чтобы левая коленка не была повреждена в процессе вашего спарринга. Вообще, в идеале именно такая история, вы должны уметь защищать, значит, свои колени, убирать свои колени в этом случае, ну, или если мы говорим, там, не знаю, о каком-то другом суставе или о какой-то другой травме, такая же история должна быть, да. В первую очередь ответственность ложится на вас, но предупреждать партнера о тех или иных проблемах ваших каких-то, это тоже норма. Это нормально, и ваш партнер просто обязан, так сказать, проявлять такое вот уважение к вам и, спаррингуя, не атаковать вот какие-то там области, например. Да? Такая вот история. Но для спаррингов в WowFan Chuan не используется никакая экипировка, ни шлемы, ни перчатки, ни какие-то протекторы, ни в коем случае не используются. Значит, почему? Потому что у вас должны быть все основания заниматься тем, что вы потом будете использовать в реальной практике. Да? Не должно быть такого неадекватного, нереального представления о бое, когда вас что-то защищает, или когда там, я не знаю, еще что-то такое там происходит, например. Ну, вот такие вещи, значит, неадекватные какие-то, они должны купироваться сразу прямо в спарринговой практике. Значит, у нас в прошлом стриме, если не ошибаюсь, возник вопрос, а как же можно тогда спарринговаться? Как же можно спарринговаться без правил и без экипировки? И можно, и нужно. Это только в фитнес-клубах и спортивных клубах вас защищают там и так далее, такими вот правилами и всякими экипировками. Вот, в реальности у вас не будет такой защиты, никогда не будет рядом рефери, не будет чистого, просторного, сухого зала, не будет там еще что-то. Вы будете в реальной ситуации совершенно в другие помещены условия. Вот, и именно в таких условиях вы должны спарринговать в том числе. То есть это будет максимально близко
к реальному какому-то столкновению, например, да. Вот. И в этом смысле, чем вы занимаетесь на тренировках, тем вы и занимаетесь потом в реальности. Здесь нет никакого отрыва от этого, от всего. И, как я уже говорил, ворон ворону глаз не выклюет, во-первых. Ваш спарринг-партнер обязательно будет, конечно, следить, в том числе за вашей безопасностью. Но если вы не слишком доверяете окружающим вас людям, что, в общем-то, нормально, наверное, по крайней мере, для любого россиянина, не верь, не бойся, не проси, да, вот, то в этом смысле в первую очередь надейтесь на себя, надейтесь на ваши опции, связанные с защитой, осваивайте защитные техники. И вот я уже говорил, что с этого начинается обучение Лао Фэн. Мы, конечно, и атакующие осваиваем, но самое главное – это вот ваша защищенность. Если вы защищены, противника вы точно сможете проатаковать. Если нет, то точно будете проатакованы. Да? Такая вот история. Ну и как видите, я уже говорил, что Лао Фэн во многом строится на Фань Цзи Чуань, но мы здесь используем и Чо Дяо, протыкающие ноги так называемые, и Тань Туй в том числе мы используем, хлещущие ноги, да. Вот такая вот у нас история. Больше полагаемся, правда, на Чо Дяо. Вот. Но это тоже одна из опций, которая так или иначе присовокупилась к Фань Цзи Чуань. Мы видим достаточно много амплитудных действий с использованием разных рабочих поверхностей и на руках, и на ногах. Мы работаем, как я уже говорил, и головой, и плечами, и тазом, и коленями там в том числе. Ну, здесь вот в этой рандомной съемке я не уверен, что это есть. Да? Вот когда мы говорим о чесау, например, у нас есть вот такие вот опции. Помните, я говорил, что когда одной рукой против двух в том числе работаем, вот здесь показана медленная работа, такая освоение самостоятельного чесау, ну потом там будет поинтенсивнее немножечко там и так далее. То есть у нас даже методики и уроки сделаны так, что даже самостоятельно, не в клубе, а самостоятельно можно осваивать Лао Фэн, но в качестве обязательства все равно от вас будет требоваться, значит, спарринговая практика с представителями других там спортивных и боевых направлений. Вам это самим просто нужно. Правильно ли вы освоили все это? Это же надо проверять, правда, для вас самих. Это никому больше не нужно, кроме вас. Так что все равно вам придется это делать. Но в любом случае уроки так выстроены, что вы можете самостоятельно осваивать, значит, Лао Фэн Чуань. Вот, значит, еще что, у нас существует несколько базовых положений рук, они имеют массу своих расширений. То положение рук, с которого мы начинаем, например, на первых уроках, да, оно потом трансформируется в ряд других положений. Вот. Когда мы говорим, вот сейчас опять ардзигунь, вот мы видим нунчаку, да, значит, я уже говорил, для чего и факультативно это используется в Лао Фэн, осваивается, да, это не является обязательным, но тем не менее. Вот, значит, для чего? Для того, чтобы вот концентрации действия, там, понять, что это такое, там, а потом это уже использовать в работе руками и ногами. Вот, кстати, сейчас вот видели ряд амплитудных действий, кстати, похожих очень на то, что делается в Пигуа Чуань, да, это то, что пришло туда от Фань Цзи Чуань. Ну, такие вот вещи. При этом используются разные рабочие поверхности, уже тоже я говорил об этом. Вот, и так далее. Вот что такое в сущности Лао Фэн. Да, я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Еще раз мы сделали. У нас уже был один обзор Лао Фэн, коротенький какой-то. Ну вот сейчас немножко, значит, подольше мы об этом поговорили, и что-то вы посмотрели из этого. Вот. Кстати, вот сейчас вот была такая работа свободная, короткая. Она не быстрая была, но немножко быстрее, чем вот просто там, медленные какие-то действия. И вот вы видели, может быть, обратили внимание на то, что в единицу времени одновременно выполняется несколько действий. Это и называется техника. Когда несколько действий в одном содержится, это и есть техника. Да? Вот. Ну и те, кто осваивает винчунь, байхэ или худшань, например, или фанджи, да, здесь увидят очень много элементов и техник, которые вам уже знакомы. Да? Вот. В том числе. Значит, если есть какие-то вопросы, я готов ответить, но я думаю, что, наверное, скорее всего их нет, потому что вы уже задавали их несколько раньше. Давайте я УВ теперь включу, как я обещал. Значит, сейчас, секунду. Сейчас, наверное, вот так вот это включается. Что-то отключить, я его отключил. Надеюсь, что мне удалось его включить, и он теперь может опять писать вот эту вот чушь, которую обычно он пишет. Но без него, знаете, как вот говорят, да, без лоха и жизнь плоха. Вот без УВ, с УВ веселее, конечно, на этом канале всегда есть что сказать по этому поводу. Я уже забыл про его существование, он сам пришел, напомнил. Смешно. Окей.
Значит, братцы, как всегда, большое спасибо за участие в этом стриме. Значит, если будут какие-то вопросы еще по этому поводу, обращайтесь. Есть масса способов связаться со мной. Вот там вот внизу в описании к каждому видео и каждому стриму вы можете увидеть, каким образом со мной можно связаться. Вот. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, переходить по ссылкам внизу. Там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. Кстати, еще раз напомню, что значит, бусти теперь, 2 бусти наших существует только для того, чтобы вы финансово поддерживали канал. За что я, кстати, очень благодарю тех, кто нас финансово поддерживает. Я хорошо понимаю, что вы хотите, чтобы этот канал работал, поэтому, собственно, поддержка такая осуществляется. Вот. И в качестве такой возможности вот вы можете использовать Boosty. Опять внизу все ссылки. Вот. Один Patreon у нас используется для уроков. И уроки теперь у нас не по подписке покупаются, да, как раньше это было, а по отдельности, что, наверное, облегчает вам жизнь. Вот. А на другом Патреоне у нас, на том, который сначала был, первый, где подписки у нас, там по подписке вы можете ознакомиться с массой различных материалов, в том числе иногда какие-то уроки, но по большей части там не уроки содержатся, а дополнительные различные видео, которые выходят на нашем канале, анонсы, на которые вы можете посмотреть на канале и, перейдя, соответственно, посмотреть это все на Патреоне, например, да. Вот такая история. Еще раз большое спасибо за участие в этом стриме. Кому интересно, переходите на второй канал WoW-Fan. Там есть уроки. Эти уроки в этом году, скорее всего, я надеюсь, я буду переснимать. Там будет содержаться в этих уроках такая же информация абсолютно, что и в тех, которые сейчас там лежат. Вот. Но хочу просто переснять на другую камеру и немного по-другому пояснения там давать. Но в сущности это будет та же самая информация, она ничем не будет отличаться, поэтому если вы сейчас скачаете себе эти уроки, то, в общем, вы ничего не потеряете. Те, которые будут пересняты, они будут дублировать эти же уроки просто на лучшую камеру, да? Ну, все то же самое будет. Виктор пишет: спасибо, Станислав, за возможность практиковать WoW Фэншуань. Я реально благодарен тебе, а я тебе ведь. Еще раз всем напомню, Виктор очень помогает каналу и помогает развитию WoW-Fan, и он в том числе колоссальную работу проводит по поводу вот методик тренировки и так далее. То есть мы с Виктором вместе в одной такой вот связке достаточно серьезной, да, вот сейчас находимся. Вот. И тот результат, те уроки, которые вы можете найти на соседнем канале, на втором нашем канале WoW-Fan, по 50% мы туда вносим с Виктором, и мы вместе, в общем, создаем, считайте, эти уроки, да? Такая вот история. Еще раз большое спасибо, скоро увидимся, счастливо, до следующих стримов.